Ассаламу алейкум рахматуллах, дорогие братья и сестры, все, кто меня слушает. В последнее время идут по новостям события, которые арестовали в Дагестане, в Москве, 11 братьев по придуманным нелепым обвинениям, в том числе, что они помогали нашему фонду, а фонд помогает террористам. Вот эти террористы, которым мы помогаем, это сиротский дом. Сейчас мы накрываем праздничный стол для сирот. И я не скрывался никогда, все знают, где я нахожусь. Я ехал с аэропорта, летел в Африку, Сомали. С тех пор я уже работаю в Африке около 6-7 лет. Все наши работы связаны с гуманитарной помощью, с рытьем колодцев, строительством школ и мечетей и помощью сиротам. Никогда мы не помогали ни ИГИЛ, ни другим террористам, экстремистам. Это ложь 100%. А по существу я ознакомился с делом, которое на них завели. Оказывается, в 2013 году мы помогали ИГИЛ. В 2013 году никто не знал про ИГИЛ, во-первых. И если Абдуль-Мумина и других за то, что перепост сделали с несуществующей страницы Абдуль-Мумина, нашу сбор перепост сделали, в 2013 году я законно работал в Дагестане, приезжал в Дагестан, делал сборы, в том числе и в центральной мечети, в Махачкале делали сборы для нашего фонда. И никаких претензий государства России ко мне не было, ни в Дагестане, ни в России. Если я законно сборы делал в 2013 году, как можно человека судить в 2019 году за перепост, который он не делал, со страницы, которой у него не было, и за фонд, который объявил сбор, который был законно работал, и не было к нам никаких претензий как фонду. То есть в 2013 году никто нам ничего не предъявлял. Только в 2014 году, когда я поехал в Сомали, на меня открыли дело, и то не по фонду, и то не по спонсированию экстремизма, а именно за то, что я сказал правду про то, что Башар Асад, он тиран, уничтожает свой народ. И все, только за это. И через год они открыли другое дело, тоже абсолютно надуманными обвинениями, то, что я вербую людей в ИГИЛ. Хотя сам я не в ИГИЛ, и никогда ни одно слово публично, ни поддержку их не говорил. И получается, я кого-то там вербовал. Ни одного человека, который я вербовал, они не показали. То есть по сей день, вот только сейчас открыли они дело на меня, вот вместе с этими братьями, что я спонсирую ИГИЛ. До этого никогда обвинений не было, поэтому те люди, которые раньше перепостили, они не могут обвиняться по помощи ИГИЛ, сбором ИГИЛ, потому что ко мне даже эти претензий не было. И мы работали в то время официально. И закон Яровой придумали недавно. То есть это подтвердили. Поэтому за перепост никого невозможно было на то время обвинение делать. Даже если бы это было не то, что делали, было бы незаконно. И ИГИЛ появился только в конце 2013 года, в 2014 году. Люди начали о нем узнавать. Только потом, в 2014 его запретили в России. За что вы обвиняете этих людей? Они несуществующая страница. На 2013 году ко мне не было никаких претензий, я законно все работал. Только в 2014 году мне розыск дали, и то за 282 статью. У Абдуль-Мумина не было такой страницы. Этих Тангиевых и других братьев вообще знать не знаю. Резванова, Абу-Бакра вы судили раньше, подкинув взрывчатку. Эта взрывчатка, она шла по другому суду, другому человеку, с таким же номером. И судья вам прямо на заседании суда это сказал. И он вышел, подчистую отсидев. И никогда с нами не связывался, вы опять его посадили, и опять им по надуманной теме. Что вы творите? Вы думаете, вы просто можете Всевышнего обмануть? Вы думаете, те, которые... Вы там, может быть, купили дипломы, и такие тупые обвинения делаете, которые сами себе противоречите, говорите об ИГИЛ, когда она еще не существовала. Или по страницам, которые не существовало. Их же можно легко ВКонтакте вытащить и посмотреть историю. Была ли такая страница, были ли такие перепосты. Это очень легко, просто за один день можно это подтвердить. Что вы творите? Подумайте хорошо. Там в Москве, может быть, намного грамотные люди работают, и скоро может ваши погоны полететь так. Как полетели погоны двух генералов, которые ее служба подкинула наркотики. Ваша очередь тоже придет, ждите. И Всевышний Аллах вас накажет за ваше бесчинство, за ваше бессовестное поведение обычных нормальных людей. Подкидываете, сломаете им судьбы, 10-20 лет даете за то, что связано со мной. Ваши дела смешные, вот такими обвинениями противоречивыми и ложными свидетельствами. Даже одно свидетельство вы подписали, ложный подпись даже сделали, который человек не делал подпись, вы за него написали и за него подписали. Дешевые лжецы. Ассаламу алейкум. Все, кто меня слушает, мусульманам.